Все называют его злом, все боятся его имени, но никто не видит, что под маской безумия все тот же свет, только изломанный и забытый. Люцифер – это не демон, он изгнанник. Он не враг, а сын, который слишком глубоко чувствовал. Это не просто история падения, это история того, как без любви даже ангел превращается в тень. Я был любим, я был первым, но почему же меня отвергнули? Он не был создан злом, он был рожден светом, первый, самый близкий, самый верный. Люцифер – архангел, сотканный из огня небесного, дыхания самого Творца. Его имя означало «несущий свет», его суть – отражать славу Отца, как утренняя звезда отражает солнце. Но чем ярче свет, тем страшнее тьма, в которую он может превратиться, если его предать. Люцифер любил Бога не просто как Творца, он был влюблен в Него, с абсолютной, безусловной, первозданной преданностью. Это была любовь первенца, который не знал, что такое зависть, не знал, что такое второе место. Он не понимал предательства, потому что сам был не способен на него. И когда Бог сотворил человека, хрупкого, смертного, с пульсом вместо света, и потребовал от ангелов склониться перед ними, Люцифер почувствовал то, что прежде всего ему было неведомо – вытеснение. Как примириться с тем, что тебя просят поклониться существу, которое даже не знает, как звучит собственная душа? Как смириться, когда ты, дитя света, должен преклониться перед плотью и прахом? Это не было гордыней, это было болью любимого, которого заменили. Он задал вопрос, один, единственный. Почему? Почему я, созданный тобой, должен отказаться от твоей любви ради тех, кого ты только что сотворил? Почему ты называешь непослушание грехом, если я лишь не могу лгать своему сердцу? Почему ты молчишь? Но Бог не объяснил, Бог только изгнал. Падение Люцифера – это не бунт Мстителя, это не восстание тьмы, это трагедия сына, который не получил ответа. Он не хотел разрушать рай, он хотел остаться в нем, но вместо диалога – молчание, вместо прощения – изгнание, вместо понимания – ярлык – дьявол. Он пал не потому, что хотел стать врагом, он пал, потому что не мог предать свою любовь к Отцу, даже когда она стала запретной. Для Архангела ад не пламя и крики, ад – это отсутствие света, отсутствие Отца, отсутствие дома. Люцифер – это образ первородного травмированного сына, который не выдержал равнодушия. Он символ тех, кого выгнали не за жестокость, а за честность чувств. Он не потерял свою веру, он потерял право говорить о ней. И потому стал тем, кем его назвали, не потому что хотел, а потому что иначе никто не слышал. Люцифер в сверхъестественных не просто злодей, это не демоническая фигура, а архетип трагического ангела. Он не избрал зло, он был отдан ему. Он не начал войну, он был брошен в нее. И каждый его шаг, каждый смех, каждое убийство – это не просто жестокость, это манифест. Смотрите, до чего доводит забвение. Он больше не может любить, потому что любовь стала причиной его боли. Он больше не может быть светом, потому что его имя теперь шепчется как проклятие. Но внутри, за маской безумия и ярости, все еще пылает его первородный огонь. Тот, кто был создан любить Бога больше всех, стал тем, кого Бог отверг первым. Если я монстр в их глазах, пусть, но они никогда не узнают, кем я был до того, как стать чудовищем. Он смеется громко, он шутит беспощадно, он убивает легко, как будто танцует. Он играет, будто все вокруг спектакль, поставленный исключительно для его развлечения. Но кто видит за этой маской? Кто осмелится заглянуть за пылающий сарказм и улыбку на изломанных устах? Это не смех, это защитный механизм, это не безумие, это отчаянная самозащита. Это не игра, это крик души, который никто не хочет услышать. Люцифер не просто скрывает свою боль, он превращает ее в представление. Он играет с миром, как раненый ребенок, надевший клоунский грим, чтобы никто не заметил, как сильно он плачет под ним. Его шутки ядовитые, его реплики режут как лезвие.
Он язвит, он ухмыляется, он издевается, потому что иначе он бы закричал. Цинизм стал его щитом, издевка – последним остатком контроля, улыбка – единственным способом не разорваться изнутри. Он выставляет на показ свое безумие, чтобы спрятать от всех свою уязвимость, чтобы никто не увидел, насколько он все еще страдает от того, что его отвергли. Он издевается над людьми, соблазняет демонов, морочит головы даже богам. Он мастер игры, король шахматной доски. Он двигает фигуры, ломает чужие воли и, кажется, наслаждается этим. Но за этой игрой скрывается парадокс. Он больше не верит никому. Не потому, что они недостойны доверия, а потому что тому, кому он доверял, Творцу, он отдал все, не потерял все. Он не строит привязанностей, он разрушает их, пока они не стали для него опасными. Он не допускает близкого, он отталкивает, чтобы не быть снова покинутым. В каждом, кто протягивает ему руку, он видит новое предательство. Потому что, если даже отец мог отказаться от него, что уже говорить о всех остальных? Люцифер не воплощение зла, он его симптом. Он доказательство того, что даже самые светлые могут превратиться в чудовище, если их долго называть чудовищем. Его демоничность не природа, а результат. Результат изоляции, тоски, травмы, которую он никогда не смог прожить. Он не убивает ради удовольствия, он убивает, потому что так проще, потому что боль других заглушает его собственную. Он не разрушает мир из ненависти, он разрушает, потому что этот мир напомнил ему, каково быть разрушенным. Парадокс Люцифера в том, что он сам хочет исцеления, но не верит в возможность быть исцеленным. Он не может простить ни себя, ни отца. Он застрял между памятью о том, кем он был, и яростью от того, кем его сделали. Каждый его акт насилия – это не стремление к власти, это попытка заставить мир почувствовать хотя бы тень той боли, которую он носит внутри. Он хочет, чтобы его услышали, чтобы кто-то сказал: «Ты не зло, ты тот, кого не поняли». Но он уже слишком разрушен, чтобы услышать это, даже если это скажут. Он не сражается за трон, он не ищет поклонения, он не хочет царствовать, он хочет просто не исчезнуть, потому что если он исчезнет, никто не вспомнит, кем он был. А если его будут помнить только как дьявола, значит хотя бы что-то останется. Люцифер надевает маску шута, потому что быть шутом лучше, чем быть забытой тенью. Он разыгрывает спектакль, потому что боится, что без него не существует вовсе. И потому его демонический хохот – это не радость, это грохот сломанного архангела, который не знает, как иначе еще напомнить о себе, тому, кто отвернулся.